Есть такие продукты, которые, кажется, пойди в любой соседний супермаркет, да и купи. Сливочное масло, сливки, молоко, сметана, кефир. Все, что угодно. Все, что касается молочных продуктов, продается. Изобилие. Сколько угодно на полках. Но я очень хочу, чтобы вы узнали, либо люди старшего поколения, вспомнили вкус настоящей еды. Вспомнили вкус настоящих молочных продуктов. Ведь выросло уже целое поколение людей, которым вкус настоящих продуктов кажется невкусным. А вот вкус тех продуктов, которые продают в супермаркетах, которые активно рекламируются, кажется очень приятным и правильным. Самое обидное, что может быть где-то там в углу, на самых невидных местах, на самых далеких полках супермаркета есть продукты настоящие. Настоящие сливки, настоящее молоко, настоящая сметана и даже настоящее сливочное масло. Если человек путает настоящее и рекламируемое, если он не знает вкуса настоящих продуктов, как он может сделать правильный выбор? Меня некоторые люди спрашивают, вот назови нам марку сливочного масла, которое точно приготовлено не из пальмового масла. Спрашивают меня, где нам найти настоящее сливочное масло? Знаете, какой мой ответ? Сначала вы должны найти настоящую корову. Сначала вы должны найти настоящего фермера. Купить у него одним разом довольно много молока. Может быть, у этого фермера есть сепаратор. Попросить, чтобы он отсепарировал для вас сливки. Вот они какие. Настоящие. И из этих настоящих сливок вы можете сделать сливочное масло дома. Можно и вот эти драгоценные капельки. Невероятно вкусные. Из этих настоящих сливок вы можете сделать настоящее сливочное масло. Еще раз, на минуточку, возвращаемся к сливкам. Ну, многие-то жили же когда-то в деревне, либо хотя бы бабушки в деревню ездили, помнят, знают, что вот если постоит баночка с молоком, который подоили с коровы, на утро в 3-литровой банке 600-800 грамм сливок. Они, может быть, не такие густые. Те сливки тоже сгодятся. Но если у вас получились вот такие густые сливки, то вы должны подумать, при помощи чего вы будете выбивать масло. Я знаю вот про те кадушки, но у вас этих кадушек дома нету. Хорошо, если у вас дома есть вот такой планетарный миксер. Тогда важно правильно выбрать. При помощи вот этой метелки вы будете сбивать масло, либо при помощи вот такой лопатки. Метелка сгодится, пока сливки не такие густые, пока они достаточно жидкие. А если хорошие сливки постоят, ну не знаю, ночь хотя бы, или пару дней, то они становятся вот такими густыми. Пока миксер будет взбивать для нас первую порцию сливочного масла, я хочу показать вам сюжет, который я снял в Азербайджане прошлым летом. Вы сейчас увидите очень необычный способ, как взбить масло. Прошлым летом в Азербайджане состоялся фестиваль пастбищ, куда съехались представители всех народов, в истории которых существовала традиция кочевой культуры. Мне было очень интересно на этом фестивале, потому что здесь можно было увидеть в том числе, как готовят настоящее сливочное масло. А без сливочного масла куда? Манты как приготовишь, плов как приготовишь. Я имею в виду азербайджанский плов. Или вот, скажем, кутабы. Ну, начиняют их зеленью да сыром. Сыр тоже ведь от коровы. А готовый кутаб непременно следует смазать сливочным маслом. Иногда даже хороший шашлык тоже не обходится без масла. Хотите узнать, как готовили сливочное масло в Азербайджане? Сейчас я вам все покажу.
Для азербайджанской кухни сливочное масло очень важный продукт. В некоторых регионах Азербайджана сливочное масло изготавливают, раскачивая именно коты и свежее молоко, а чуть-чуть подкисшее молоко. Вот в таких бочках, которые называются мехри. А масло, которое получается в такой бочке, называется мехрия. Изготовлением масла, конечно, не мужчины занимались, женщины занимались. У азербайджанской женщины знаете, сколько забот днем бывает? Ей скотину покормить надо, для мужа обед приготовить надо, ей постирать надо, ей в доме убраться надо. У нее огород есть. И только когда наступал вечер, и только когда женщина уже подоила своих коров, она могла начать заниматься маслом, одновременно укладывая спать детей и напевая колыбельную. Nergiz üzüm balam, yakamadı üzüm balam. Sen böyle toyun görüm, toyunda süzüm balam. Balam lay 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 lay, şirin payım lay lay, yıldızım ayım lay lay. Balama can demişem. Ручной труд по сравнению с механическим всегда требует немного больше времени. У меня здесь начинает что-то происходить. Загляните скорее внутрь моего миксера, потому что здесь начинает происходить то самое чудо, когда из густых сливок получается масло. Ничего себе! Слушайте, да масло уже готово. Я точно знаю, что надо обязательно называть имена честных и порядочных людей. Это вот не реклама. Точнее, это реклама честности и порядочности. Мне эти сливки прислал фермер по имени Дмитрий Климов. Он обижается на меня, когда я говорю Дмитрий. Требует, чтобы я называл его Димой. Как называть Димой человека, который делает сливки вот такие? Видите, масла сколько? Видите, сколько масла? И сколько пахты. Пахту я вливать не буду. От таких-то сливок пахта, дороже золота. Блинчики сделаем, или чего другого. Наверное, жирность этих сливок процентов 60 или 70. Это уже было практически сливочное масло. Но для того, чтобы вот это сливочное масло получилось несравненно вкусным, вот такое вкусное, как никто никогда не ел, следует произвести еще одну операцию. Возможно, не все знают про такую операцию. Промывка масла. Я сейчас это масло снимаю, разделяю его на небольшие куски и снова закладываю в емкость миксера. Вот так, вот так, вот так. И сюда, в эту емкость миксера, надо налить ледяную воду. Вот она у меня, литров 5 постояла вода на холоде. Литра 2 пока что хватит. Добавим немного льда, для того, чтобы вода была по-настоящему ледяная. И для того, чтобы это масло поскорее остыло. Знаете, у меня волнение такое, как будто на моих глазах ребенок рождается. Потому что на самом деле происходит чудо. Происходит чудо, которым Господь Бог позволил наслаждаться порядочным, трудолюбивым людям. Вы бы знали, как оно пахнет. Пока я делю масло на кусочки и раскладываю его сюда, вот в эту воду, в которой оно будет промываться, я хотел бы рассказать вам, как получить максимум масла из сливок. Во-первых, сливки должны вызреть.
Хорошо бы, чтобы 3-4 дня. 3-4 дня сливки должны постоять в прохладном месте. Знаете, что за это время происходит? Происходит то, что, не знаю, когда мы там, в каком классе это изучают, когда детям рассказывают о броуновском движении. Да? Ну, молекулы шевелятся, и из-за этого дрожат и шевелятся более крупные частицы, которые содержатся в молоке. Например, капельки масла. Коровы разные бывают. Бывает корова хорошо раздоенная, бывает коровка молодая. У коровы молодой капельки масла в молоке получаются очень мелкие. У коровки пожилой, хорошо раздоенной, капельки масла получаются уже такими серьезными, крупными. Так вот, в результате броуновского движения капельки масла двигаются во влаге, встречаются друг с другом. И когда две капельки встретились, они объединяются в одну. Потом эти две вот крупные, вот уже среднего размера, объединяются в еще более крупную. То есть капельки жира внутри молока становятся все крупнее и крупнее. И через 3-4 дня, когда начинаешь взбивать масло, все происходит очень быстро. А сейчас я должен промыть масло, потому что в этом масле содержится все еще довольно много пахты. Пахта – продукт не вредный, но это, по сути дела, молочный белок. Чем больше содержания молочного белка в сливочном масле, тем оно быстрее пропадет. Это во-первых. А во-вторых, тем меньше получится жирность масла. Вот сейчас я промываю. Ох, плескает, плещет. Да ладно, по-моему, хватит. Масло вышло прям уже вот одним комком. Какого-то удивительно розового цвета. Цвет сливочного масла напрямую зависит от того, что ела корова. Чем больше зеленой травки она ела, тем желтее масло. Сейчас конец февраля, начало марта. Ну, какую траву ела корова? Конечно, она ела силос да комбикорм. Чем еще могли кормить корову? Тем не менее, масло получилось просто замечательное. И теперь вот что. Я окунаю руки в холодную воду. Беру масло прям руками и слепляю его в один крепкий, хороший комок. И теперь вот эту драгоценность, добрых 400 грамм сливочного масла, осталось только завернуть бумагу и убрать в холодильник. Это мне на завтрак. Хватит, наверное, на месяц, на одного человека. Но вообще вы знаете, да, что для того, чтобы получить килограмм сливочного масла, в среднем необходимо 20-21 литр молока. Поэтому настоящее сливочное масло должно стоить в 20 раз дороже, чем стоит молоко. Давайте вернемся в Азербайджан. Посмотрим, чем там закончилось изготовление сливочного масла. Азербайджанцы живут в разных районах республики и даже в разных странах. И, видимо, в различных регионах масло изготавливают по-разному. Потому что мой отец напевал мне другую колыбельную. Там, где он родился, масло делали по-другому. Женщина сидит вечером, вот так, как я сейчас, у стенки. Кувшин с молоком кладет сюда себе вот между ног, что-нибудь вяжет, что-нибудь делает и раскачивает кувшин, чтобы получилось масло. Про это даже колыбельная есть, другая. Я ее спою. Чалхан, чалхан, яголсун, ягын сувы азолсун. Перевести? Качай, качай, пусть масло выйдет, пусть в масле воды меньше выйдет. Масло. На масле скорбен азербайджанский народ. Без сливочного масла, без хорошего сливочного масла свадьбу не делают, пахлаву не готовят.
за завтрак не садятся. Без хорошего сливочного масла азербайджанский плов не приготовишь. Пожалуйста, горящий лаваш. Ай сау, ай сау. Очень вкусно. Сау, сау kardeşim. Bastı gülü, ha bastı. Ya hazırdı. Ya hazırdı. Приезжайте в наш Азербайджан, попробуйте вкус настоящего масла. Buyurun bizim Gedim Gence'ye. Asıl yağın tadını tadın. Вот этот лаваш я помазал маслом, которое только что родилось. Сегодня это будет мой завтрак. Приятного аппетита, дорогие друзья. Честное слово, я не знаю, есть ли смысл делать дома масло килограммами. Еще раз, я показываю этот способ в качестве образовательной какой-то миссии. Вы должны не просто научиться сделать это масло при помощи миксера. Вы должны научиться отличать настоящее масло от фальшивки. Ну, заполонили фальшивки наши магазины. Давайте лучше о хорошем. Не у всех есть сразу несколько коров. Чаще всего в хозяйстве бывает 1-2 коровки, да? И когда они там дадут хотя бы 10 литров сливок, сливки приходится копить. Поэтому люди придумали способ, что сливки, которые вот стоят, ждут следующих сливок, подсаливают. И они в этом случае меньше портятся. И масло получается соленым. Впрочем, иногда досаливают сливочное масло и приготовленное из огромного количества сливок, просто ради вкуса. Мне, например, нравится соленое масло. Об этом я расскажу еще чуть позднее. Иногда сливкам дают подкиснуть. И такое масло называют кисло-сливочным маслом. Это не брак, это разновидность масла. Иногда масло удается сделать только из сладких сливок. Ничего больше. Сладкие сливки. И не подкисли, и не соль, ничего. Но это прям шедевр тогда среди масла считается. Сладко-сливочное масло. У нас то, что сейчас получилось, оно, кстати говоря, сладко-сливочное масло. Потому что сливки идеально сладкие. Ни грамма кислинки. У фермера Димы Климова 5 коровок. Говорит, давается плохо, жалуются, смотри, какие сливки дали эти коровы. Поеду к нему в гости, поцелую каждую. Можно уважать фермера Климова, который любит своих коровок настолько, что они дают вот такие сливки. Пахты с 4 литров молока вышло всего лишь навсего литр. У меня вышло практически 3 килограмма масла, сливочного масла самого лучшего. Что теперь с ним делать? Вы знаете, что делать со сливочным маслом? Ведь вот такое натуральное масло дольше 10 дней, к сожалению, храниться не будет. Но если его не замораживать. Разумеется, топить масло. Топленое масло. Топленое масло, правильно вытопленное топленое масло. Это такой шедевр. С ним можно приготовить такой азербайджанский плов. С ним можно приготовить так много очень вкусных блюд. О, погодите. Я сейчас вам повторю ролик, который многие из вас пропустили. О том, как топить сливочное масло. А в одну из наших следующих встреч я расскажу вам, как готовить азербайджанский плов с зеленью. Так называемый сабзи гаурма, который без хорошего топленого масла не получится. Поэтому я выбиваю сливочное масло. Посмотрите еще раз. Послушайте эти звуки еще раз. Послушайте эти волшебные звуки. Как звучит настоящее вкусное масло.
как ладошки по нему хлопают, как шуршит пергамент, в который заворачивают сливочное масло и отправляют на хранение. Вот он, заветный фунт сливочного масла. До следующей встречи, друзья. И приятного аппетита. Аппетита. Сталик. Книга «Сталик. Видеобук». Роскошная новая книга. Отправляется Татьяне Аркадьевне. Татьяна Аркадьевна, от всей души желаю вам приятного аппетита. Вы только что видели, как заворачиваются, как упаковываются наши книги перед тем, как их отправить покупателям. Знаете почему? Потому что материалы для всех этих книг я сам собирал по крохам. Все блюда готовил сам, фотографировал все сам. Ездил в другие страны, вот, например, как вот за этой книгой. Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия. Ездил сам, фотографировал все сам, с людьми общался, знакомился, просил, чтобы мне показали, как что готовится. Записывал это все для вас. Поэтому мне отправить книгу плохо упакованную, которую по дороге разобьют, которую по дороге помнут, расцарапают и так далее, я этого сделать не могу. Потому что все эти книги, они мне как дети. Вот вы своих детей можете взять и царапать, помять, поломать? Нет? Вот точно так же я не могу поступить со своими книгами. В компании Wildberries, к сожалению, вот так и поступают. Дай мне один пакетик пустой, просто дековский пакетик. Они берут, вот я точно знаю, например, что они берут вот такую книгу «Казан». Очень дорогую, роскошную, огромную книгу, в которую вложено труда, ребята, ну вы себе не представляете, сколько труда сюда вложено. Посмотрите, какие здесь фотографии. Многие фотографии очень сложные были в техническом плане. Вот, например, шафран, вот, посмотрите, как он сфотографирован. Это шафран так выглядит. Да? И эту книгу я сделал с с огромной любовью и получил за нее гран-при на конкурсе в Пекине. То есть, вот не просто там Оскара в какой-то номинации, а главного Оскара, главный приз. Да? Вот такую книгу они берут, упаковывают примерно вот в такой пакетик, вот примерно в такой пакетик, да, и отправляют. Я заглянул на сайт Wildberries, чтобы посмотреть, что люди пишут о моих книгах. И те люди, которые пишут о содержании вот этой книги «Казан», все они в полном восторге. Но очень многие люди пишут о том, что книга им пришла помятая, у кого-то угол сломали, кого-то вообще порвали, кого-то исцарапали. Такую книгу не подарить, ничего невозможно. Понимаете? И это повлияло на мое решение о том, что мои книги больше не должны продаваться ни в каких маркетплейсах. Я уговорил издательство, и издательство пошло мне навстречу, что отныне я сам буду продавать большую часть моих вот больших и красивых, очень хороших, пусть немного дорогих книг. Потому что я не хочу, чтобы результаты моего труда, чтобы результаты труда полиграфистов, работников типографии, которые напечатали все это вот так великолепно, чтобы результат труда, тут и моя супруга, и дизайнеры, верстальщики и так далее, редакторы, множество людей работали, чтобы это пришло все покупателям как попало. Понимаете, мало того, что эти маркетплейсы отгрызают огромную часть прибыли. Огромную часть прибыли. Вот, например, книгу «Казан» за то, что продать, они получают не менее 1000 рублей. Автор получает это от издательства в несколько раз меньше. То есть написать книгу, это вот на тебе копейки, да?
у худого песца шерсть все время погуще. Наверное, так это рассуждается. А деньги нужны вот туда, маркетплейсу. Вот Озону, Wildberries, там еще не знаю кому. Поэтому все, точка. Я буду продавать свои книги сам. Мне многие говорят, а ты же вот столько много книг не продашь. Ерунда. В основном все те люди, кому нужны мои книги, рано или поздно находят меня в социальных сетях. На Ютубе, на сайте Одноклассники, в Дзене, там бывший Яндекс и так далее. И я достаточно часто рассказываю о своих книгах, поэтому до всех информация о моих книгах рано или поздно дойдет, вот до любого покупателя. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной из моих книг, которую я как-то обошел вниманием, и между тем эта книга просто роскошная, шикарная книга. Посмотрите, сначала о физических параметрах. Да? У многих из вас есть моя первая книга, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Раньше она выходила в другой обложке, вот уже с 2010 года выходит вот в этой обложке. Книга рекордсмен по продажам, и читая которую все остаются в восторге. Значит, вот эта книга «Марокко» вот настолько больше, чем книга «Казан, мангал». Эта книга о марокканской кухне. Напечатана на роскошнейшей бумаге. Прям великолепная бумага. И работники типографии постарались на славу. Здесь, ну я не знаю, как еще лучше передать фотографии. Вот полюбуйтесь, посмотрите. Видали вот такие фотографии? Да? Я ездил неоднократно в Марокко для того, чтобы собрать все эти рецепты. Ездил туда с кучей фотоаппаратуры. Потому что, ну, вот это не на смартфон снято, понятно, да? Это снято с очень дорогими осветительными приборами, с профессиональными видеокамерами. И, извиняюсь, с профессионалом. Фотографии для своих книг делаю я сам. Ровно так же, как и своих детей. Если кто-то считает, будто марокканская кухня это что-то уж совсем экзотическое, что-то совсем необычное, нет. Готовится все ровно из тех же самых продуктов, которые и у нас есть. Вот я здесь сфотографировался для начала марокканские продукты. Вот морковка, цветная капуста, кабачки, баклажаны, ну перец острый иногда кладут там, да. Все это есть у нас. И все специи, которые используются для марокканской кухни, они все есть у нас. Тогда о чем же эта книга? Она вот о совершенно другой еде. Кстати, у этой книжки супер обложка. Да, вот здесь она внутри вот такая, а снаружи супер обложка. И здесь вот эти буквы, они тесненные, вы их можете вот просто пальцами пощупать, эти буквы. Если здесь, вот во всех этих моих предыдущих книгах написано об узбекской кухне, об азербайджанской кухне, о кухнях каких-то братских народов, иногда и о русской кухне, и о немецкой кухне, и о татарской кухне, эта книга полностью посвящена марокканской кухне. Какая она марокканская кухня? Возможно, что многие из вас не знают, но мы, я думаю, что в ближайшее время повторим многие рецепты именно по этой книге, и я хочу показать вам, какая это интересная кухня. Если вы полюбили узбекскую кухню из-за моей книги «Казан, мангал», если вы полюбили азербайджанскую кухню, которая описана у меня вот в этих двух книгах, там «Казан, баран», и «Базар, Казан» и «Дастархан». Вот эта книга, к сожалению, уже не продается. Сегодня ее перестали уже издавать. Ее продали уже довольно много. «Казан, баран» — это новое издание, продолжает продаваться. Здесь как бы продолжение этих книг, развитие этой темы. Но блюда совершенно другие. Они готовятся очень просто, при этом на вкус совершенно другие. Да, очень много готовится блюд, раз это Марокко, очень много блюд готовится в Таджине. Но вы узнаете, как марокканцы обходятся, многие марокканцы обходятся ныне и без таджина. Я просто должен показать вот это. Ух, сколько труда было вложено в эти фото. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, какие фотографии. Фаршированная рыба, но не по-еврейски, а по-мароккански. Одним словом, это шикарная книга. Минимальная цена которой, вообще-то говоря, по сегодняшним ценам должна быть 3000 рублей.
3000 рублей минимум. Сходите в любой книжный магазин и посмотрите. Я видел, что эту книгу в розничных книжных магазинах продавали по 5,5 и по 6 тысяч. И я топал на издательство ногами и говорил, ну почему так дорого продают? Ну что ж, где же совесть? Они говорят, ну вот магазины купили, они поскольку хотят, постолько и продают. А я считаю, что так не должно быть. Вот, ну 3000 это недорого. Однако, я хочу объявить вам об такой очень щедрой акции. Посмотрите, какое у меня к вам предложение. Те мои зрители, те мои подписчики, кто приобретает мои книги, зачастую приобретают сразу несколько книг. Одну какую-нибудь себе, а одну просят подписать кому-нибудь в подарок на день рождения. Например, вот эту книгу я сейчас буду подписывать Евгению на день рождения. Ну и прекрасно. Значит, покупаете 2 книги. Причем какие? Например, я предлагаю такой вариант. Книгу «Плов». Ее, кстати, все очень давно просили, вот напечатали, наконец. Новый тираж книги «Плов» только что поступил. Свеженькая, пахнет типографской краской. Внутри роскошная, невероятно. Рассказано обо всех сортах риса и так далее. Я вам уже много раз рассказывал про эту книгу, но как-нибудь потом еще покажу и поподробнее. Великолепная книга. Если вы покупаете еще и книгу «Счастье кулинара», которая полностью о домашней кухне, то вот эту книгу вы получаете в подарок. То есть платите за 2 книги. За «Счастье кулинара». Если хотите с автографом, значит, пишите. Нужен автограф такой-то. Платите за книгу «Плов». А книгу про Марокко, марокканскую кухню, еще раз говорю, цена которой минимум 3000, вы получаете абсолютно бесплатно в подарок. Еще один вариант. Очень многие хотят вот эту книгу «Казан». Потому что книга «Казан», ну это прямо знаковая, вы можете сказать, что главная книга моей жизни, книга о приготовлении блюд в казане. Из самых разных кухонь, из самых разных продуктов, все, что можно приготовить в казане, на живом огне, не на живом огне, на газовой плите, в алюминиевом казане, в чугунном казане, в керамическом казане, такие тоже бывают. Очень подробно, очень детально описаны все блюда. Книга «Казан». К ней прилагается не очень большая, не очень дорогая книга «Мангал». А скоро же шашлычный сезон. Вот он, вот он. Значит, одну книгу покупаешь себе, одну книгу в подарок другу. Знаешь же, день рождения когда. Он же все равно позовет. Сразу приготовил все, избавился от мысли, что ему подарить. Все будут довольны, что книгой «Казан», что книгой «Мангал». А книга «Марокко» достается бесплатно. Да? Можете ее и так купить. Можете ее купить отдельно, пожалуйста. Это очень интересная книга. И здесь еще раз говорю, что вы блюда такие, новые, необычные блюда, вы попробуйте. Опа, вверх ногами. Новые, необычные блюда абсолютно не похожи на те, которые мы с вами полюбили. У них другой вкус. Но зачем покупать кулинарную книгу, если есть одно и то же? Вот если хотите чего-то нового, то книга про Марокко, про марокканскую кухню как раз для вас. И вот этот комплект за 3 книги получается очень-очень недорого. Возможно, что где-то на каких-то маркетплейсах все еще продаются эти книги. Да? Есть где-то остатки, может быть, книги «Казан», может быть, где-то есть там «Счастье кулинара» или «Казан-Мангал». Но скоро все эти остатки закончатся, и я буду продавать эти книги сам. Почему? Во-первых, потому что маркетплейсы, в частности Wildberries, очень плохо относятся к людям. К тем людям, которые, в общем-то, приносят им их богатство, их огромные доходы. Во-вторых, потому что маркетплейсы очень плохо относятся к результату моего труда, вот к этим книгам. Потому что Wildberries отвратительно упаковывала книгу «Казан», об этом я сам узнал, прочитав отзывы книги «Казан». Больше этого не повторится. Кто хочет, купит у меня, и еще и выгоднее, чем на Wildberries. И я больше не хочу катать их на своей шее. Возможно, что когда-нибудь я и буду сотрудничать либо с Озоном, либо с Wildberries, да, для того, чтобы расширить как-то круг моих покупателей, кому-то удобнее покупать оттуда. Но тогда, когда они одумаются, тогда, когда они научатся уважать людей. Вот я своих покупателей уважаю, я уважаю свой труд, поэтому мои книги упаковывают вот так.
все дойдет полностью в целости и сохранности. А сейчас я должен подписать автограф для Евгения, поздравить его с днем рождения. Если хотите получить такие же автографы и для себя, ну, заказывайте. Обращайтесь на сайт stalik.ru. Сейчас прямо на экране я напишу stalik.ru, всего 6 букв. Переписать нетрудно. И ссылка на этот сайт будет, разумеется, в описании к ролику. Обращайтесь, приходите.